И снова здравствуйте. В области проймы существуют свои дефекты. Встречаете ли и узнаете ли вы их в одежде окружающих? Как вы распознаете их причину? А как оцениваете конструкцию плечевого пояса в изделии и в соответствии с фигурой? Взаимодействие правильно снятых мерок, корректный баланс и то, о чем сегодняшний ролик, вот что нужно для устранения или исправления этих дефектов. Первое. Кратко, какие плечи бывают, виды линий плечевого шва. Второе. Осанка фигуры, подвиды, определение их по замерам. Третье. Выточка на плече от выпуклости лопатки. Нужна ли она, ее расчет, построение. Наглядно, подробно. Первое. Плечи. Плечевая линия бывает нормальной, повышенной, пониженной в крое. Выражается это вертикальным положением и наклоном горизонтальной линии плечевого шва базовой основы относительно естественной линии плеча на теле. То есть, насколько поднять и под каким углом плечевой шов после построения базы и как это относится к плечевой линии тела. Также плечо называют нормальным, удлиненным и укороченным по положению шва втачивания рукава в пройму. Первый вариант. Для того, чтобы понять, как строится укорочение или удлинение в любой проекции, надо определиться с тем, что из себя представляет естественная линия плеча горизонтально и вертикально. Форма силуэта одежды плечевого пояса имеет наиболее близкое очертание параметрам тела, без видоизменений кроем. Как вертикальное положение линий относительно плеча, так и окончание шва и переход в рукав. Для построения надо иметь две мерки. Линия высота плеча косая, ВПК, и ширина плеча, ШП, плечевого ската, иначе говоря, и еще один вариант – это длина плеча. Пересечение этих двух линий дает верхнюю точку конца проймы спинки. На теле, не чертеже. При выполнении выкройки по данным замерам плечевой шов будет естественным, заканчиваться на сочленении плеча и руки. Второй вариант плечевого среза по вертикали по сравнению с естественной линией плеча – повышение. Может быть как с использованием других средств, например, подплечников, так и за счет только линий кроя. Форма силуэта более прямая, четкая, ближе к ровной линии, почти без наклона. Логично для опорных точек и гармонии образа использовать повышенную линию плеча с естественной или укороченной длиной среза. Подплечниками можно значительно за границу плеча вывести плечевой шов. Образ в плечевом поясе может иметь два варианта. Первое. Для повышенной линии плеча без дополнительных прослоек материалов нужно конец плеча приподнять и от центра плеча провести не прямую линию, а вогнутую. Приподнять конец плеча на 1-1,5 см сзади и спереди, то есть на полочке и спинке. Может понадобиться клеевое дублирование для фиксации формы для мягких тканей. Второй вариант. Если нужно и можно использовать подплечники, это будет более значительное изменение. Подплечники нужны не только для нового модельного образа, но порой и для скрытия асимметрии плеч, скрытия сильного разворота плеч вперед или назад. Поднять линию плеча можно. Сзади приподнять больше на 2-3 см, спереди на 1-2 см. Это очевидно из-за уравновешивания баланса. Плечевой срез чертят прямой линией или на 1/3 от начала в виде прогиба до 3 мм. Если плечевой срез укорачивают на 0,5 до 2 см, то чаще прибегают к повышенной, объемной головке рукава. Более четко видно переход от торса к рукаву. Снова, для некоторых изделий можно использовать любую длину плечевого среза, другим же не стоит изменять естественную линию, так как вся фигура может контрастировать с избранным объемом. Но для того и существует индивидуальное построение конструкций, чтобы постараться расширить возможные варианты и уменьшить ограничения. Например, если фигура нижнего типа, когда верх значительно уже низа, можно, чтобы укороченное плечо не усугубляло эффект, изменить эффект гротескными плечами, отнимающими на себя внимание. Третий вариант. Линии плеча можно удлинить. Обычно это на 1-6 см. Реже до 10-15 см. Получается эффект неспадания окончания плеча на руку. Речь о линии плеча, проходящей по телу, подчеркивающей изгибы плеча,
Окончание плечевого среза можно занизить, для этого увеличив наклон линии плечевого шва в месте удлинения. Величина занижения зависит от размера удлинения. Можно примерно такие границы назвать. При удлинении от 3 см понижение окончания плеча от полсантиметра. Удлиняя на 5-6 см, опускают конец плечевого шва на 1,5 см. До 3 см можно удлинять, не понижая линию в конце. За счет того, что плечо после сочленения с рукой не сразу спадает вниз, а еще имеет определенный объем, большого спадания сразу пустоты при удлинении до 3 см не будет. Образом могут использоваться мягкие, прямых покроев, не приталенные. Такой мягкий и объемный прием, как при посадке, лучше использовать по минимуму для более правильного геометрического образа графичности. Если необходимо перевести линию плеча на полочку, лучше вообще от при посадке отказаться. Пройма смещается от естественного уровня в сторону от тела. Конечно, увеличение объема, смещение бокового шва от тела не подчеркивают фигуру. У горловины в основании плечевого шва надо чертить изменение объема, чтобы все было в гармонии. Расширение горловины возможно вплоть до вертикально стоящего воротника. Отставание от естественной линии достигается с помощью подъема начала плечевого шва. Это усиливает эффект большего угла наклона плеча. Удлинять плечевой срез можно и конструктивными приемами, защипами, складками. Для всех изменений все же есть пределы. Например, длина плечевого шва в верхней одежде может считаться максимальной, когда вточной рукав при опущенной руке имеет горизонтальную линию оката. Обычный плечевой шов не превышает 30 см для женской одежды. Также существенные изменения плечевых швов затрагивают линию проймы. Но сегодня не буду об этом говорить. Все изменения линий должны соответствовать росту человека, размеру, свойствам ткани. Самое главное – понимать, создавая новый силуэт, что это новое облегание тела от базовой конструкции, более свободное или прилегающее. Потому надо смотреть на те элементы, которые присутствуют в зоне изменения силуэта. В данном случае есть наличие выточек, прилегания горловины. Выточки. Надо не забывать уменьшать их для более свободных образов, соразмерно увеличению свободы плеча. Если весь образ относительно свободный, когда лиф у проймы не требует полного прилегания, часть раствора нагрудной выточки переводит в пройму. Плечевая выточка также может использовать часть ширины раствора, либо ее можно преобразовать при посаживании мягких и объемных силуэтов. Для понимания осанки фигуры. Фигуры обычно называют перегибистые, нормальные, условно-типовые. Третий вариант – сутулые. Важный признак – наклон положения корпуса. Характеризуются они, конечно, еще и наклоном плеч. Я позволю себе в рассуждениях периодически ссылаться на данные ЦНИИШП. Табличные данные по замерам всех показателей содержатся там. Из них следует, что для среднетиповой фигуры по росту, полноте, размеру, чем они больше, тем больше показатель, положение корпуса ПК находится в пределах 4-8 см разницы. Положение корпуса – это расстояние между двумя вертикалями от наиболее выступающей части лопаток до 7-го шейного позвонка. Высота плеч измеряется по вертикали, высота между двумя плоскостями, горизонтальными линиями от точки основания шеи, вторая линия – точка окончания плеча. Тип фигуры определяется в данной таблице по известному наклону и расстоянию. Обычно наоборот, из таблиц можно получить численные значения. Можно понять тип осанки, зная полнотную группу: обхват груди 3, длину до талии переда номер 1, длину до талии спинки также 1. Измерение положения корпуса. Положение корпуса, или сравнивая по таблицам ДТП-1 и ДТС-1 с данными для условно нормальной осанки. Таблица с данными по разнице этих параметров для условно-типовой фигуры, соответствующих размера, роста, полноты, в данном случае рост 3, средний женский рост.
Если разность больше, чем 1,2 см, то для отрицательной разницы, например, 1,5, -3, -5, это сутулая фигура. Для положительных замеров все, что больше, чем 1,2 см, это перегибистая, когда значение в пределах от -1,2 до +1,2, фигура нормальной осанки. Фигура может иметь нормальные, удлиненные, более короткие конечности, что также надо не забывать оценивать. Естественно, линия плечевого шва в последние десятилетия располагается по центру плоскости плеча, ни вперед, ни назад не смещаясь. Линия плеча не всегда ровная, поэтому не всегда стоит подчеркивать естественные изгибы фигуры даже в плечах. Например, выгнутости, провалы. Конечно, если плоскость плеча посередине ровная относительно, то плоский ровный шов естественен. Это отлично от груди или лопаток, где происходит с помощью выточек очерчивание выпуклости фигуры. Можно принять выточку, например, в спинке, как прием для создания выпуклости именно на спинке, а плечевой шов естественный, как границу между местом, где спинка получает минимальную ширину и далее переходит после шва на минимальную границу полочки с последующим расширением. Тогда, если мы переносим плечевой шов на полочку, нелогично делать это с продолжением выточки, ведь она, начавшееся расширение, заузит. Значит, надо выточку плечевую куда-то изначально перенести. Затем можно спинку продлить на полочку. Но на полочке начиналась своя выточка с противоположным строением. Значит, выточка не будет использована, и рельеф будет другой. Подчеркивать силуэт не получится, будет уплощение, то есть отсутствие выточки, плоский образ. Потому, перенося шов горизонтально вперед, например, рекомендуется перенос осуществлять не более чем на 2 см. Перенос шва вертикально делает деталь больше, шире, объемнее. Потому и становится зрительно шире площадь, закрываемая ей часть тела. Спина может выглядеть более сутулой при большем, чем 2 см переносе плечевого шва наперед. Шов можно не делать вообще в моделях с кокетками, потому для базовых моделей лучше использовать естественный плечевой шов относительно длины до талии, переда и спинки первых вариантов. Если в базовой выкройке такое положение швов конструкции логично, то в более расширенных образах, когда рельеф фигуры сильно не подчеркивается, образ становится более уплощенным. Далее стоит определиться с тем, какую плечевую выточку строить. Они могут быть как с разной шириной раствора, так и с разным направлением центральной линии. Нужна ли она вообще? Да, можно и без выточки. Можно как влажно-тепловой обработкой придать форму изделию, так и просто небольшое расстояние припосадить. То есть, также можно ее спрятать, объединив с другими конструктивными элементами – швы, рельефы, подрезы. Любые замеры на теле от точки до точки на чертеже принято откладывать прямой линией. Параллельные замеры на теле могут быть короче или длиннее за счет выпуклости и впадин, а вот на чертеже везде только прямые линии. Стоит обратить внимание на то, как определяют длину спинки до талии. От высшей точки плеча вниз, через центр лопатки до талии. Это самый длинный вертикальный замер спины. Теперь, если посмотреть на конец плеча, находится конечной неподвижной точкой при движениях рукой в стороны. Если плечи сутулы, то это место отведено сильно вперед с изменением наклона плечевого шва. С перегибистой спиной обратная ситуация. Плечи отведены назад, наклон изменен, длина от конца плеча до талии меньше, чем при нормальной осанке и гораздо меньше, чем при сутулой. Но все эти замеры меньше, чем ДТС-1. Просто ДТС без цифры – это замер длины спины от 7-го шейного позвонка через линейку между лопатками. Плечо само по себе, та часть, куда кладется, например, подплечник, имеет трапециевидную форму, расположена в горизонтальной плоскости, относительно под небольшим углом от прямого к спине. Трапеция плеча – самая широкая часть у шеи, узкая у плеча. Бывает более плоской и более объемной, округлой. Но, тем не менее, плечевой шов делит плечо пополам в базовой основе. Когда есть дефекты или то, что попросту не устраивает, не принято это подчеркивать.
Потому направление плечевого шва от центра бокового основания шеи к концу плеча для сутулых или выпрямленных плеч проводит не по естественному месту, а туда, где зрительно располагается центр на фигуре, отведя конец плечевого шва к спинке для сутулых и вперед для перегибистых фигур. Прежде чем разбираться с размерами выточки, направлением, расположением, видами создания форм, расскажу о том, что она такое и почему она нужна, какие есть исключения, когда без нее можно обойтись, либо когда она построена конструктивно, но шва не видно. Как понять выточку? Те, кто смотрел видео на грудной выточке, уже знают мое пояснение. Между горизонтальными параллельными линиями талии и точки основания шеи по вертикали расстояния разные, но на чертеже это не отразить. Линии же параллельные. Кроме того, расстояние не с одного края всю разницу отражает. Эта разница равномерна по всей длине. Если разницу с края верхнего, где плечо, еще можно срезать, то с центра лопатки, где находится наибольшая разница, можно только в скрытую изнутри складку заложить выточку. Потому такой вид чертежа. Остается вносить изменения на том участке, где наименьшая длина, чтобы она не спадала складками без опоры. От лопатки, как от центра, выпуклого наибольшего участка к наименьшему, не только в длину, но и в объеме, проходит выточка. В нее забирается лишняя часть ткани. Для красоты и удобства она чаще переносится к плечу. Редко мы берем полный раствор и длину. Обычно, чуть отступив от вершины к раствору, центр лопатки расположен по горизонтали от позвоночника примерно на 40% ширины спины. А вот далее, в боковой части тело уменьшается не только длиной, но и в объеме. Если посмотреть сбоку, очевидно, что объем тела в центре больше, чем на линиях проймы. Так что это еще одна причина складок на уровне проймы. Можно, втачивая рукав, разницу равномерно припосадить по шву мелкими складочками. Можно более просто поступить, собрав разницу в самом ярком месте от лопатки к пройме по горизонтали. Наклон плеча. Если срезать с ткани горизонтально всю разницу длин, будет наклон плеча. Но, одев на человека это изделие, станет некомфортно. Вся зона проймы будет вздернута вверх, и также перед будет затягивать назад, чтобы компенсировать весь этот перекос. Таким образом, если наклон плеча выбран правильно, а длину излишнюю в области проймы не хочется забирать в складку и посадку в шве, выход заключается в переводе объема ткани на выточку в другое место, более привычно с центром в лопатке и раствором в плече. Потому, хоть излишний объем не в области горизонтали плеча, привычнее его располагать там. Надеюсь, так понятнее, зачем выточка в плече и почему она нужна. Если не использовать ее свойства, то даже при правильном срезе ткани на наклон плеча в области проймы будут складки, провисания. Таким образом, для перегибистых фигур также нужна выточка, просто меньшей ширины. Представьте себе чертеж выкройки без плечевой выточки. Он состоит из спинки, отложено ДТС, ДТС-1. Если вправо отложить ВПК, пока логично. Можно и от основания шеи отложить радиус длины плеча. Это замеры тела. Они должны пересечься в одной точке. Длина плеча и ВПК пересекутся в точке окончания плеча. Теперь вырежем этот чертеж из бумаги. Вертикальные линии параллельны. Если отогнуть верхнюю горизонтальную часть, имитируя плоскость плеча, то оказывается, что ниже все одного размера до талии. То есть шов плечевой имеет наклон, а само плечо горизонтально. Горизонтальная линия от 7 шейного позвонка. Если излишек длины размера вертикального срезать сверху плеча, ничего не изменится. Трапеция плеча станет узкой, а наклон плеча не появится. А если выточку забрать напротив лопатки горизонтально,
Все встает на места. Только теперь высота плеча косая проходит через выточку, значит становится короче. Таким образом, провести можно выточку по новой линии к плечу более привычно. Линию плеча продлить на ширину выточки. Обрисовать линию проймы. Плечо стало длиннее, но это скроется закрытием выточки. Высота плеча косая осталась изначальной длины. Излишек, от которого было не избавиться на бумаге, скрылся. Получается раскрытие выточки, при котором часть от линии выточки отклоняется в сторону при ее открытии и возвращается на место при закрытии. Линия плеча осталась изначальной длины и наклона. Нужно не забыть добавить к окончанию плеча высоту подплечника, если он предполагается. Также дополнить надо длину высоты плеча косой для теплой одежды на утепляющий слой 0,6H, где H толщина утеплителя. И толщина утеплителя дает удлинение, и также удлинять необходимо, понимая, что нужно еще вмещать плечевой шов всех материалов, толщину. Почему нельзя провести сразу длину плеча с шириной выточки? Разберемся. Линия наклона плеча будет ниже, сразу от точки основания шеи. Предлагаю в усеченном виде посмотреть на спинку, на длину до талии спинки, ширину плеча и высоту плеча косую. Очень напоминает треугольник, у которого две стороны, высота и диагональ неизменные, остается только третья сторона, которую мы можем изменить, добавив, например, ширину выточки. Эта сторона зависимая, потому что две другие неизменные. Никого не хочу утомлять геометрией. Соотношением сторон, углов. Очевидно, что когда делаем пересечение двух радиусов длины плеча и высоты плеча косой, видно, что они пересекаются в двух разных точках, что естественно, и у них разные углы наклона между длиной плеча и вертикалью. Чем тоньше рисовать линии и более длинные, приближенные к реальным отрезки, тем будет нагляднее заметен данный эффект. То есть получается, видно, что длина плеча относительно позвоночника меняет угол наклона, если сразу добавить ширину выточки. Поэтому я не рекомендую это делать, а откладывать естественные параметры, а потом уже добавлять ширину выточки, как в предыдущем варианте пояснения. Надо понимать, что линия, где находится выточка, это прямая линия, то есть 180 градусов. Выточка на наклонной вниз линии углы более 90 градусов. То есть в центре она образует провал, утянув при совмещении с полочкой ее назад. Как чертить выточки, есть подсказка в другом ролике. Очевидно, надо поднять края выше, чтобы углы были 90 градусов, что в сумме даст 180 градусов, прямую линию. Повышение для легкой одежды около 3 мм. Для повернутых вперед плеч лучше добавить 7-10 мм на посадку ткани для легких изделий. Для верхней одежды от 1 до 1,5 см. Это не ширина выточки, это именно припосадка, которая дает свой эффект. Когда без выточки можно обойтись. Она может быть, но зрительно не отражаться в виде шва. То есть она может быть сутюжена не на всех тканях и закреплена дублирующими материалами изнутри. Она может быть припосажена. Но особенностью, в отличие от обработки ВТО, становится то, что край проймы распределяется параллельно, равномерно позвоночнику, если выточка не переведена в плечо. Вся ткань между вершиной лопатки и проймы остается в своем изначальном объеме. Она чуть иначе распределена, не провисает, но никуда не делась. Для тех изделий, где подходит некоторая свобода, это вполне применимо. Потому некоторые системы предлагают изначально в расчете вертикальных размеров учитывать прибавку на сутюжку при посадку. Хотя можно и в плечо перевести. При этом припосадка именно проймы тоже может быть применена при необходимости. Второй вариант – трикотаж. Благодаря тому, что есть отрицательный коэффициент растяжения по ширине, который сказывается на уменьшении вертикальных параметров ткани, нет такого выраженного эффекта провисания или вообще нет складок от провисания ткани. Подплечники. Они выступают как точка опоры,
но все же изменяют объем плеча, поднимая его от естественной линии, уменьшая наклон плеча, но не дают так провисать ткани. В теплых изделиях с утепляющими слоями идет увеличение равномерно по всей спинке, не сказываясь на конкретном уменьшении именно области проймы. Но для свободы и удобства от всех слоев материала и швов втачивания рукава, возможных рельефов, с привычной области выточки в плечо, размоделируют в зону изначальную проймы, не закрывая выточку, частично или полностью. Четвертый момент. Также провисание ткани не всегда воспринимается как дефект в спортивных объемных изделиях, где по крою стараются обходиться без выточек, так как стиль свободный, уплощенный, а выточки нужны для подчеркивания и очерчивания рельефа фигуры в узких силуэтах. Но все же я считаю, в футболках тоже не нужно допускать этих складок. Также, естественно, чем больше свободы облегания, тем меньше раствор выточки, вплоть до отказа от нее. Но за счет грамотного нового моделирования переноса на другие участки, не закрывая в швы, а добавляя свободу новым участкам. Также никому не нужен эффект холмика на плоскости, когда в движении изделие смещается вокруг тела, и место под выпуклость оказывается на соседнем участке, перетягивая выпуклость с выточкой на плоскую форму тела. Например, в узком каком-нибудь жакете, который носят на распашку. Если по модели присутствуют рельефы в области спинки, то можно выточку перевести в рельеф, и этого мелкого шовчика, так нелюбимого некоторыми, не будет. Таким образом, там, где в крое не нужна выточка, ее можно не использовать. В остальных случаях ее лучше применять. Даже перегибистые фигуры имеют лопатки, уменьшение объема сбоку. В книгах, помогающих освоить крой самостоятельно, в середине прошлого столетия, можно было часто увидеть не выточку, а именно добавление к длине плеча для припосаживания. Но так или иначе, эта область не была обделена вниманием. Потому, если нет желания и опыта рассчитывать выточку, но нужно все же красивое изделие, нужно хотя бы использовать припосаживание к плечу, по возможности ВТО, на уменьшение объема. Дальше. Есть рекомендации по длине и ширине раствора выточки в зависимости от материала и в первую очередь осанки. Ширина в пределах 1,5-3 см, длина 8-10 см, но длина не менее 3 раз превышает ширину и при этом не меньше 6 см. Десятилетиями практики специалисты пришли к выводу, что в зависимости от осанки и свойств ткани можно рекомендовать следующие данные. Чем суше и жестче ткань, тем сложнее ее обрабатывать, потому меньше выточка. Для сутулой фигуры более широкая выточка, для сутулой фигуры и мягкой ткани наиболее широкая выточка. В ряде случаев можно совместить два приема – выточку стаченную и сутюженную область рядом. Особенно это должно быть ободряюще для тех, кто боится ошибиться с расчетом. Все можно исправить. И также это можно использовать в дизайне, когда нельзя весь нужный раствор определить в шов из-за совмещения рисунка ткани. Выточка меняется, исходя из того, куда направлена ее вершина – к плечевому шву или горловине. Она может быть параллельна к среднему шву спинки или наклонена вершиной к бокам. Выточка может быть по одной штуке или разделена на две на каждой половинке спины. Важно и расположение выточки по горизонтали. Есть рекомендации, но основное это центр лопатки, вершина выточки. Раствор по замыслу автора. Для выточек, направленных к горловине, расстояние от вершины горловины до первой стороны выточки рекомендовано 3-4 см. Стороны прямыми линиями уравнивают по большей стороне. Сама по себе выточка – тот элемент, который должен быть наименее заметен. Но все же, расположение продиктовано конструкцией, модой, силуэтом. Речь о том, что строить надо не центр и от него откладывать, а проектировать одну сторону, ближнюю к спинке, и потом уже оставшуюся выточку. Если выточка вертикально расположена на спинке, образ выглядит более строгим, плечи кажутся более прямыми. Именно первая сторона, когда выточка с раствором в плечевом срезе располагается вершиной наклонно, то и плечи более покатые, образ мягкий. Суть в том, что расположение шва выточки показывает, как линия проходит между лопаткой и плечом, насколько крутой или пологий угол. Чем выше линия плеч, тем вертикальнее шов выточки. Но чем вертикальнее, тем короче. Роль еще играет то, что легкость ВТО и сутюживания зависит от длины выточки. Чем длиннее, тем шире. Потому по возможности лучше выбирать более приближенное
к вершине места для раствора. Разные варианты расчета ширины, длины и положения выточки плечевой существуют. Есть усредненные цифры, а есть именно расчет от параметров тела. Выточек 2, если спина широкая, а плечи узкие. Тем больше контраст параметров, потому не стоит в одну выточку все оформлять. Одна строится в горловину, одна в плечевой срез. Расстояние между ними по модели. Для сутулой спины расположение выточки ближе к середине плечевого среза. Расчет по стороне, которая ближе к горловине. Для нормальных осанных фигур расстояние по плечу от горловины от 1/4 до 1/3 длины плечевого среза. Положение направления выточки. Рекомендация. В прямых силуэтах выточку располагать вертикально, в расширенных к низу изделиях, расклешенных параллельно боковым срезам изделия. Предлагаю ознакомиться с одним дополнительным вариантом расчета выточек, который может подойти только для стандартных фигур. Для малых размеров, когда обхват груди 3 меньше 96 см, это полный замер ширины спины умножить на 0,06. Для средних размеров, когда обхват груди 3 от 96 до 108 см включительно, это полный замер ширины спины умножить на 0,07. И больше 108 см обхват груди 3 это умножить ширину спины в полном замере на 0,08. Вот и все, что я хотела рассказать о выточке на плече. Желаю красивого творчества, понятного, без запоминаний. Отдельная благодарность тем, кто выражает одобрение лайками, подпиской. До новых встреч!